в предыдущей серии. Я 5 лет рожал, сегодня хочу признать в своих чувствах Юзурихе! Чё ты орёшь-то? Юзуриха! Все эти 5 лет я... Сколько времени прошло? Прошло 3700 лет. Видишь тех мышек? Они выделяют азотную кислоту, а она расщепляет камень. Слушай, сынку, я хочу вернуть только хороших, молодых, потому что все взрослые тупые! Ты хоть сам слышишь, что говоришь? В общем так, делай, что хочешь, но я сам решу, что делать мне. Пока. Так, ладно, вы двое пойдете крысить к Цукасе. Нужно знать, чем он там занимается. Понятно. А ты что будешь? А я завербую тех, кто посылал дымовые сигналы. С сегодняшнего дня этот чел становится главой деревни Шигами! Ура! Ща эта дылда поведет на нас армию, придется напасть на них первыми при помощи нового оружия. Сотовые телефоны. Телефон готов! Осталось лишь создать второй телефон и отнести его к Цукасе. Ну-с, атакуем после зимы? Да. Потушим огонь науки. Ну что ж, пора действовать. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал в войне. О, такая резня будет. Тебе лучше готовиться к худшему, мать. Правда? Нет, мы просто захватим ту пещеру с оживляющей жидкостью. Как? Ну мы же телефон создали. Вот и подключим наших шпионов. План какой-нибудь составим, наверное. Ген, ты либо зайди, либо иди на... Все, уже зашел. Я так понимаю, основного плана у тебя нет, так что могу предложить кое-что свое. Но за это на том свете нас будут жарить на раскаленной сковородке черти. Рассказывай. Ну, так сошли звезды, что могу... Копировать голос самой известной певицы нашего времени. Ну, неплохо, конечно, но отличить от оригинала все равно можно. А если я буду говорить через твой телефон со всратым качеством? Задвину какие-нибудь телеги по типу «Ой, пацаны, США уже проснулись, мы едем за вами, не надо пиздиться!» А тем, кто не поверит, поставим ее шансон прямо с пластинки. Ну как тебе? Ля ты крыса, а? Ладно, я в деле, но никто кроме нас не должен знать об этом плане. О каком плане? Ссаная шумоизоляция. Ген, просвети его. Понял примерно половину, но если это поможет спасти 7 миллиардов жоп, то я с вами! Ну, клуб пиздоболов на этом объявляю открытым. Да, кстати, возможно, разрушенные Цукасы статуи можно забрать заново и оживить. Клетки-то восстанавливаются. Я знаю, на чем вам потренироваться. На чем? Бесконечный фотоконструктор Мозабрик, с помощью которого из маленьких деталек конструктора 5 градаций цветов можно собрать любое фото в стиле пиксель-арт. Я вон пушного собрал, говорят, в России он популярен. В наборе все есть. Сами кубики конструктора, основы для их сборки, скрепляющие элементы, подставка, инструкция. Нужно лишь определиться с фото, загрузить его на сайт, затем выбрать вариант по душе из 12 макетов, и можно приступать. Ну, если вам не нравится, Александр Борисович, можно собрать что-нибудь другое. Выбор за вами. Набор универсален, деталек хватит на любой рисунок, поэтому это довольно гибкий подарок. К тому же фото всегда будут актуальными. Плюс в интерьере смотреться будет отлично, особенно если прикупить к набору рамку. Всего есть 3 размера, выбирайте по душе. Кстати, одинаковые по размеру наборы можно еще объединять между собой. Тогда получаются картины чуть ли не на пол стены. А если картина вдруг надоела, то ее можно разобрать, загрузить новую фотографию и собрать уже по ней. Так что Мозабрик точно бесконечный. Переходи по ссылке в описании и заказывай фотоконструктор Мозабрик на сайте производителя. И промокод AMILES не забудь, по нему будет скидка в 20%. Слушай, там Цукаса ждать особо не будет, может потом это все? Да, ты прав. Итак, телефон отнесут Chrome Tactic, Ген-навигатор и Магма, который понесет телефон на своем горбу. А ничего, что за нами следит та шаболда в розовом на каком-то из деревьев? Может ночью пойти? Угу, если Магма об что-нибудь споткнется ночью, телефону конец. А если обогнать? Эта бандура под 100 весит, тут нихуево подготовка по кроссфиту нужна, ты дура что ли? Все куда интереснее, чем вы думаете. Пропуская ток через воду, мы соберем выделившийся кислород и водород в мочевые пузыри оленей. А смесь этих газов так рванет, что та курица себе шею вывихнет, оборачиваясь на шум. Ну-с, жми Генро. Бегите, сука, бегите! Если увидишь Хумуру, дай знать. Тревога! Иди ко мне, киска! Дура, лезвие с другой стороны. Я тебе ща по башке ты катану ёбну! Они движутся прямо к нам! Дети и старики испарились, всем остальным напрячь булки! Лови гранату, гандуша! Световая граната. Наш сын Кудрыщ ее поймал! Что? Дрыщ? Я пошла. Ёб твою... Я так понимаю, те трое с телефоном не дойдут. Ну что ж, время для плана Б. Это...
Какое-то оружие? Нет, я тебе не Штрохейм. Помнишь руду вольфрама, которая светится под ультрафиолетом? Ну так вот, пока мы валялись, я аккуратно обмазал ею сандали Хомура, так что найти ее труда не составит. А если вовремя передать указания нашим, мы ее аккуратно пришьем. Чё тут не ловят ни хрена? Хром, слушай, залезь куда-нибудь повыше, цепани антенну. Это устройство связи? Я должна его уничтожить! Что? Подделка? Опять эта музыка. Поймали как дешевку. Да, буквально. Ладно, мы его себе забираем, а вы давайте, идите дальше. Ну, наконец-таки мы около империи Цукасы. Чё, могила? Чья она? Это могила Сенку. Сенку что, умер? Он умер только для Цукасы, чё тупишь-то? Представьте, как они обделают, если с ними заговорит моя могила. Я запарился все это закапывать. Черт, тут булыжник. Говно вопрос! Мак, бы ты дебил! Прячься быстрее! Здесь есть чувак с идеальным слухом! Ты уверен, что те шпионы найдут наш телефон? Конечно найдут. Сюжет ведь должен как-то дальше пойти. Здорово, заебал. Сенку! Да, я уже забыл это чувство, когда закладывают уши от твоего крика Тайджу. Они ходят сюда каждый день. Чё-то они разорались сегодня. Неужели так грустно? Мне нужно, чтобы вы передали трубку любому встречному. Дальше буду действовать я. Ясно. Слышь, надзиратель, от тебя говно и воняет, отсюда чувствую. Этот чувак нас специально сюда загнал. Если будем шуршать травой, нас пристрелят. Так, Ген, у меня план. Мы подожжем траву раскаленными проводами от батарейки и отвлечем того лучника. А ты беги помогать нашим вербовать врагов. Что? Подожди, вас же пристрелят. Тупорылые, блин. Да, где же наш гвоздь программы-то, а? Кому там мозги пропылесосить надо? Ники, нам нужно кое-что обсудить. Ты ебан, что ли? Я как бы следить за вами должна и докладывать чуть что. Сейчас же вы покинете нашу деревню. Приму только два ответа, да или выслушай нас. Я не договорила. Так вот, да или пизда. Дай договорить, сука! Не дам! Дай! Не дам! У нас телефон есть. Показывай. Погоди, стоп, а че реально телефон? Хлои Бат Лилиан Вайнберг спикинг. О, это же американская певица, знаешь ее? А я Себастьян, ее переводчик. Hello again, I'm calling you from USA and want to send some news. Короче, она говорит, что США раскаменели и сейчас плывут к вам. Да, именно так она и сказала. Погоди-ка, ты же была в космосе, когда все окаменели. Да, но я закаменела, как все, когда вернулась. Лилька, я твой фанат! Твои песни поддерживали мои штаны в трудную минуту. Но если кто-нибудь прикрывается твоим именем, я убью его. Но твой голос немного изменился. Докажи, что ты и есть Лилиан, и ответь на вопрос. Сколько всего дисков ты продала? У нас проблемы, Сенку. Как отмазываться будем? Погоди, ты чё, опять? Билет в космос $5 миллионов. Прежде всего, эту сумму покроют ее гастроли, но вычтем авторские отчисления, скидки, прибавим публикации, соотнесем с продажами. Больше 60 тысяч, точнее не скажу. Говно вопрос. Вот, недавно, помню, нажрались на 50 тысяч продаж, а вот сколько продали после, уже никто не помнит. Базарит. Ладно, финальный вопрос. Сенку, у нас почти получилось. Твои пропорции! Сенку, хотя бы приблизительно. Батя как-то раз мне скидывал ее фотку с орбиты. Если сравнить с окружающими предметами, то 88, 65, 85. Ты не Лилиан Вайнберг! Ладно, запускаем шарманку. Я верю вам! Ты, наверное, такую фразу ожидал, да? Скажи честно, она откинулась, да? Да, братан. Но ты хотя бы смог воскресить ее песню. Сможешь ли ты воскресить остальные? Да, можешь, скажи да! Нет, нереально. Все диски уже давно сгнили к чертям. Но я могу дать слово, что сберегу эту последнюю песню. Наука, братан. Да, врать ты не умеешь. И, видимо, тебе можно довериться. Нужно одурачить и переманить всех остальных этой последней песней. Ты ведь мне поможешь? Я за вас, пацаны!
Но есть одна проблема. У нас есть лучник с отличным слухом, который распознает, что это запись. Кстати, интересно бы знать, где он сейчас. Черт! Хром, я отомщу за тебя! Маг бы еще не умер, дебил! Я уж подумал, что ты кони двинул, побелел весь. Да это графика, твою мать, вообще со страху замер. Теперь по направлению стрела понимаю. Откуда стреляет тот чувак? Маг бы тут все стрелы с разного направления! Видимо, он постоянно меняет позицию при стрельбе. И судя по постоянным промахам, мы нужны ему живыми. Ха, ну раз так, то... Да куда же они подевались? Шевелись, плотва. Хром! Не бомбит у меня! Ну-с, мы пришли. Да, атмосферка тут у вас дружелюбная. Так вот ты какой. Цукаса. Ой, я смотрю, меня уже представили. Сенку есть. А если найду? Погоди, Хрома взяли в плен? Стой, Кахаку! Кахаку, их там целая орава. Ты вообще видел, сколько места на кладбище стоит? Остановить Кахаку! Да, на конь педальный, попробуй за ней угнаться. Ну-ка, горилла с катаной, стой! Я тебе не горилла! Смотри-ка, остановилась. Пусти, отец! Я должна спасти Хрома! Что ты там будешь делать одна? У меня есть катана! А мозги где оставила? Сынку, зачем ты... Чтобы круто встать и сказать, что мы идем спасать Хрома. И нам нужно забрать как минимум половину моей лаборатории с собой. Сынку, а как мы это все утащим-то? Очень просто. Мы сделаем... Автомобиль 369 Staging Refine. Начнем с движка. Пчелиный соты плавим, затем остужаем и получается воск. Из него можно сделать детали для двигателя. Из воска? Сен, ты раньше на автовазе не работал? Воск мы зальем гипсом, а затем в остывший гипс латунь за место воска. Коммуниздим печку из хижины и засовываем в машину. Смотри, Касеки, печь нагревает воду, выделяется пар. Ага. А пар периодически будет опускать деталь, которую ты недавно вырезал. Ага. А если к этой детали пришпандорить диск, то наш поршень будет его вращать. Вот вам и колебательный двигатель! Там Хрома уже, наверное, на костре сжигают, а вы тут дурачитесь. Да не переживай, даже при его знаниях, если не взболтнет лишнего, то для них он покажется не более чем экстрасенсом с ТНТ. Не взболтнет лишнего? Хром, не взболтнет. Ладно, пожалуй, ускоримся. Я, Хром, посвящу тебя в мощь науки! Например, у меня есть цветной огонь! Ну чё, клюет хоть? Сейчас ты клюнешь носом об скалы, если не расскажешь, зачем ты пришел к нам. Хром, я же не отрицаю науку целиком. Мы огнем пользуемся, орудие труда делаем. С кайфом же. Если ты кокнешь Сенку, я пощажу и тебя, и всю вашу деревню. Чувак, ты думал, что-то здесь будет? От тебя тупостью воняет, даже отсюда чувство. Отпускай. Да. Ай-яй-яй-яй-яй, убили Хрома, убили. Да, говорить он не станет. Укио, где ты его нашел? Все, нам конец. Сейчас он расскажет, как мы возились около могилы и... Да он пещеру все твою чесал, где жидкость капает оживляющая. Что? Он что, типа Ленин у них, да? Ну, революция, все дела. Ну, осталось только собрать. Генк, ты первый поедешь. А чё я-то? Ну, тут только ты права получал. Сын, как будто тут гаишники ездят. Сынку, у меня еще позвоночник рассыпется. Может, ты какую-нибудь подвеску сделаешь? Сейчас там Кахаку бамбук взъебнет, из его нити мы сделаем безвоздушные шины. Они будут гасить неровности. У нас все готово, паровая горилла! Жлыга какая-то. Ладно, над дизайном поработаем потом. Пенсия, давайте залезайте, мы пешком пойдем. Нет. А? Дед, ты ведь еще пару-тройку лет можешь прожить. Пока нас не будет, вас могут с пробега снять. Хе-хе, зачем вам клуб престарелых с собой? Пойдите и спокойно вырежьте там всех, а потом возвращайтесь обратно. Ну ладно, давайте, мы попёрли. Как кстати нам подвернулось это пристанище, которое нельзя рассмотреть со всех сторон. Тут мы и доделаем наш аппарат. Надеюсь, Сенку не будет против, что я оторвала часть его телескопа. Где же нам искать Хрома? Суйка? You what the fuck? Веду поиск Хрома. Братан, кого зажарим сегодня? Кабана или кабана? Нормальный кабан сегодня. Впрочем, как и вчера, как и позавчера, как и поза. Что? Братан, ты слышал? Кого? Кабана. Да блин, где же мне его искать-то? А? Суйка?
Чё жарко у вас сегодня? В пещере с бамбуковой решеткой, пипец. Дайте кондер хоть. Я нашла его, но вокруг куча любителей кабанов. Ха-ха-ха! Тогда просто съездим и по лицу, напролом! Но убивать нельзя. А что, неплохая идея съездить. Напролом? Каким образом? Я бы даже сказал, буквально съездить. У нас как раз есть машинка для этого. Перестроим, усилим и получится танк. Ты хочешь сделать его из железа? Нет, при таком весе мы даже с места не тронемся. Тогда из чего ты собираешься его делать? Из бумаги. Ясно, бумажный танк, прикольно. Какой к черту бумажный танк? Сенку, мы тут немного травы собрали, столько хватит? Да. Сварим ее в гидроксиде натрия. Затем промоем, сплющим и высушим. Несколько получившейся бумажек склеим незастывшим пластиком и наденем на деревянный каркас. Бумажный щит готовь, зовите на Уфуми. В эфире рубрика «Эксперименты Кинера». Вызываю тебя на дуэль. Что? Поздно! Подожди, зачем ты... Бей давай. Погоди, я не могу... Бей, сука! Надо же, щит из папье-маше работает. Вот только... весь импульс удара ушел в Сенку. Ладно, время переделать нашу машинку. Паровой гамадрил версия 2. Пацаны, у меня трубы текут, я сейчас... Погоди! Не, я уже все. Ляцукаса крыса, а? Так вот, зачем ты держишь пленника на таком открытом месте? Да. Жопой чую, что Сенку какую-нибудь хибару на колесах слепит и помчит к нам спасать его друга. Йо, ты же раньше полицейским работал. Приглядишь за нашим пленником, ладно? Даже если враги к нам заявятся, я мигом их... Все, вали уже. Откуда здесь батарейка? Погоди-ка, наверное, кто-то из наших подкинул. Ну что ж, попробуем сжечь ею веревку. Ты своим светочем весь район озарил, придурок. Чем же ты поджег эти веревки? Твою мать, сейчас он узнает, что... А, понятно, потер палочки друг от друга и получился огонь. Ну ты мозг, конечно. Да, будет лучше, если они посчитают меня тупым. Прикиньте, если прокипятить морскую воду, то получится соль! Ну ты кадр, а? Ну вот и сбеги давай при помощи своей морской водички, неандерталец. А ведь Сенку как-то раз получал едкий натр, проводя через воду электричество. Натрий в кармане! Менделей с нами! Ты чё? Удар бамбука! Какой кошмар, тут медведь! Медведя нет. Я научился пиздобойству Гены, потому что мне нужна была эта секунда, чтобы провернуть операцию Сибаса! Неандерталец обошел наши ловушки! Наконец-то, почти получилось! Кром, мы же тоже умеем бегать! Черт, тупик! Остается только... Ну, выбирай. Либо ты получаешь в бубен еще раз, и мы возвращаемся, либо ты получишь нормальных таких пиздюлей, и мы все равно возвращаемся. Мы-то вернемся. Но уже на другой свет. Что это? Пневмония, братан. Закрой подувало, слышь? Есть лишь один прием настоящего боя, который освоил! Хром? Сам приперся? Хром, а как ты из темницы-то сбежал? Да, с помощью батарейки из соленой воды едкий натр сделал. А затем расплавил им веревку. Это был гипохлорид натрия, балда. Но я даже немного удивлен, что ты до этого додумался. Добавь еще 10 тысяч очков себе в зад, Хром. А что у тебя на лице? Кровь? А, да, кстати, забыл. Эй, Хром, сейчас гробы реально дорого стоят. Это опять пневмония, что ли? Да шучу я, расслабьте булки. Шутник ты хренов, иди в морг стендапы давать. Так ты переживал кислицу и перилу, чтобы одурачить охранника? Красавчик! Но тебе нужно меньше общаться с Геной. Погоди, а кто подсунул тебе эту батарейку? А это были не вы? Ну ладно, потом раскроется, значит. Ну чё, погнали домой. Это что за хрень? Ну, раз мы все равно здесь, то по пути можно отвоевать ту пещеру с оживляющей жидкостью. Мы и порох делать сможем, и людей оживлять. А Цукаса без новых солдат останется. Полагаю, что этих любителей кабанов там будет будь здоров. Ну вот и погладим их дубинками по лицу. Ну их там под 100. Насчет этого не волнуйтесь. Сейчас Тай с Юза аккуратно промывают им мозги. Я так хочу. Тао
вот такие пироги. США уже проснулись и плывут к вам. Ну у вас там есть какой-то Цукаса, Который против нашего старого мира, поэтому ничего пока ему не говорите, ладно? А спокойно... сотрудничайте, Сенку. Что же это за знакомый милый голос? Дай-ка я послушаю. Плохо дело. Давай, развешивай лапшу дальше. Who am I talking to? Надо же, настоящий голос Лилиан. Ген, are you nuts? Since when do you talk like that? Твою мать, он догадался. Погоди-ка, а почему он ответил по-английски? Да он и в прошлый раз странно себя вел, никого из своих не предупредив. Уж не ты ли Укио, так удачно подбросивший батарейку Хрому? Быстро схватываешь. Ну не радуйся, я все еще не ваш союзник. Но я видел, как ваш союзник, помимо шитья, каждый вечер ходит в пещеру неподалеку и собирает сломанные Цукасой статуи. Вы хотите всех спасти, не так ли? Если вы пообещаете обойтись без жертв, то я помогу вам... По рукам, братка! Что? Паровой гамадрил версия 3, теперь с пушкой! Эта пушка хоть стреляет? Пороха-то у нас нет? Резинка, братан. Электролизуем воду, и выделившийся кислород и водород надувают мембрану. Бабах! Вот только перезарядка полгода, ну да ладно. После первого же выстрела при виде танка все наши враги обеспечатся персональным кирпичным заводом. Ну и бойцы лишние нам не помешают, поэтому... Санку! Ну, в этот раз хотя бы в одежде. Теперь все царство науки в сборе. Йо, я похороню все, что от тебя осталось, вместе с теми 3 амбалами, которые погибли от синего тумана в первом сезоне. Я не подумаю о том, что ты просто сбежал, чтобы я тебя не убил из-за побега Хрома. А это что? Какого ху... Слышу, как он бомбит на твоей могиле. Отлично. По исследованиям Жака Фреско, шок завладевает человеком всего на 20 секунд. И в этой панике за 20 секунд нам нужно захватить пещеру. Наведем суету! Огонь! Внутрь снаряда мы засунули сернуху и 15 килограмм китайских фейерверков. Пизданет, будь здоров. Укио донес, что Цукаса бежит обратно. Сенку, тебе не кажется, что там будет полно ловушек и все такое? Конечно, кажется. Ну, и что будем делать? Тапок в пол! Зачем я спросил? Второй, сука! Это чё, танк? Какие танки? Мы в одних трусах! Хей! Я не понимаю, что делать, если убивать нельзя. Пацаны! Идите нахуй! Капец, что так жестко-то? Кахаку угрожает бомбардировкой. Да, наконец-то он перевернулся! Погнали! Суета нас поглотила, пацаны. Давай, твоя очередь. И чё за кастрюля? Не кастрюля, а звуковая бомба! Какое говно. Пойду к Цуказе, все ему расскажу. Я же все-таки журналист бывший. Кобыла в курсе дела, да? Укио? Чувствуешь дрожь в подмышках? Минами! Надо доложить Цукасе! Пацаны, давайте только без бутылок, ладно? Хром! Твою ж мать, бомб больше нет. Наступаю! Количество погибших 0. Пещера захвачена. Ссылку беги! Цукас уже ты! Черт, только хотел порох сделать. Сенку воскрес, я смотрю. Давно тотемы бессмертия делаешь? Ген, можешь больше не прикидываться Лилией, мы все знаем. Так это не Лилиан? Сенку, давай-ка так, ты... Я жертвую собой, чтобы спасти остальных, да, не утруждайся. Удобно. Сенку, я не хочу, чтобы ты второй раз отъехал! В тот раз я был один.
Но сейчас у нас куча людей, чтобы отвлечь этих гибонов, пока я собираю кое-что покруче. Говно вопрос, Сенку, в атаку! Теперь я понимаю, что делать. Живись, храм! Ну что ж. Хёга, давай карусель. Заряжайте звуковую пушку! Завяжи лямку. Ну что тут придумать-то можно? Ёлки-палки, ну пакетики есть с травой, ну бумага, цветочки, еще одна бумага. Сейчас бы серной кислоты, эх. Ну, серную кислоту я в карманах не ношу, извини. Сынку, в танке осталось немного сернухи. Ты красавчик, Хром! Добавляем сюда кусок мыла и... А чё это за желтая жижа? Пахнет сладко. Тут тихо! Одна капля этого вещества тебе будет, ох, как не сладко, по всему району собирать придется. Что это? Нитроглицерин. Подожди, это не с него динамит делают? Сэн, ты что, Цукасу взорвать хочешь? Нет, наоборот, мы всех спасем. Вот только как доставить эту штуку к ним? Ты не пройдешь! Чё там? А у нас еще 3 таких. Давайте, подставляйте задницу, у кого лишнее. Да можно ли ими вообще по людям попасть? Конечно, можно. Хочешь проверить? Вот дела, война закончилась. Давайте-ка, пацаны, по домам. Покосить вам ноги, так вы клюнете носом об скалы, мы все равно все взлетим на воздух. Надо же, неужели у нас безвыходная ситуация? Ты весь из себя такой коммунист, не признавал богатых, а сам на боксе греб деньги лопатой. Почему же? Сестра жива? Слышал, что ей диагностировали смерть мозга. При снятии окаменения клетки восстанавливаются. Я ведь как-то ожил после того, как ты меня с пробега снял в прошлый раз. Давай так, мы ставим на ноги твою сестру, а ты нам мозги не делаешь и покорно ждешь. Как я могу быть уверен, что ты не лжешь? Наука, братан. Ну ладно тогда. Больница была где-то тут. Сынку! Она опять голая! Опять ты со своим! Ну где мы сейчас одежду найдем? Деревня за 3 версты отсюда. Вот так нормально? Как тут успела? Сынку, мы готовы. Давай наливай. Хера ты пенсия, братан. Это ж сколько лет я кумарила? Ну, пару-тройку тысяч лет. Сколько? Сынку, что-то у нас динамита не хватает. Примерно половины. Пещера. Выходит, это Хомура бомбит? Это ведь она недавно сбежала? Нет, она своим котелком не думает, а просто выполняет приказы кое-кого. Твою мать! Это что, взрыв? Говно вопрос, братик разберется. Хёга, ты сук! Упс. Прыжочек в воду. Отец, блядь! Хахаку, там водопад! Вдоль берега спустимся, поищем. Да, обезьянка-то твоя подтекает. Ну, пока что я побуду за место Цукасы. Смотри, как похож, а? Давай сразу к делу. Земля больше никак не сможет обеспечить население в 7 миллиардов людей. Ну, для таких опезлов, которые не умеют рационально пользоваться ресурсами, это и вправду так. Тактика Цукасы воскрешать лишь одних спиногрызов, которые жизни-то не видали, мне не по душе. Нам нужен реальный отбор! Оставим только самых выдающихся! И по итогу останутся лишь такие же тупые качки, да, Хёга? Ты найдешь новый способ создать азотную кислоту и будешь работать на меня. Твой ответ да или да, выбирай. Черт! От тебя говной вонять, не подходи! Да, не думал, что дойдет до этого. Тебе нечем думать! О, птица, птица, убей ее! Хорошо! Ой, промазал! Я буду защищать вас во что бы то ни стало. Я нарушил свое обещание, а ты все равно сдержал его, воскресив Мирай. Отныне, Сенку, я на твоей стороне. Я просто расправлюсь с вами обоими. Да пусла на воме. Думать даже не хочу, как ты вообще встал с такой дырой в легких. Идем бить ебало. Ну, неплохое предложение. Я слежу за тобой, Сенку. Давай прыгай, какашка! Порох?
Да я тебя одним пальцем воткну! Какой кошмар. Цукаса, тебе ведь с такой раной долго не прожить. У меня-то ладно, а вот тебе не завидую. Что? А у этого чё палец перевязан? Потому что это выводные контакты на батарейке, которые ты сам мне принес вместе с телефоном, помнишь, да? Сегодня у нас жареный петух. Неужели я опоздала? Закладка на другой стороне реки. Цукас, ереванский шпак. Цукас, ну давай серьезно. Ну ладно. Там находятся статуи, которые я сломал. Соберите их. Сенку говорил, что если их собрать и полить азоткой, то им будет по кайфу. И они типа оживут. Зачем ты их ломал-то вообще? Ну, сюжет, братан. Так, ладно, Цукаса, ты полуфабрикаты любишь? Это ты к чему? Ты станешь одним из них. Мы тебя заморозим. Но прежде всего нужно тебя подготовить. Юзуриха, быстрее неси полотенце! А, кстати, Юзуриха, нам бы тут иголкой поработать. Ты ведь хорошо шьешь, да, Юзуриха? Вы делаете операцию на пациенте в сознании? Конечно, наркоза-то у нас нет. Цукас же у нас самый сильный примат, потерпит, да? Конечно. Ты действительно решил его заморозить? Да. Будем искать способ обратить его в камень, а после снятия камня раны должны затянуться. Так, Касеки, вынес гамадрил 2 поршня. С помощью них мы будем пропускать воду через золотую проволоку, которая будет забирать тепло. Так, все, давайте шуруйте отсюда, не мешайте ему архивировать Цукасу. Цукаса, есть ли у пингвинов колени? Что? Знал, что если каждый день пробегать 3-5 километров, то через год ты будешь очень далеко от дома. Сенку, к чему эти тупые вопросы? А что, нельзя поговорить ни о чем? Хе. Ну, можно немного. Давай не мерзни. Ну что ж, отправляемся. Так, народ, давайте-ка варежки закрыли, я слово передаю Сенку. 3700 лет назад луч из космоса на всех забетонировал. Нам нужно узнать о нем подробнее. Группа космонавтов оставила нам инфу, откуда свет распространился. И мы направляемся к его эпицентру, на другую сторону Земли. Нам нужно будет переплыть море, и для этого мы создадим корабль. Будем странствовать по миру и разгадывать загадки Шака Фреско. Ура, морская болезнь! А все приспешники Цукаса будут грести. Мы едем за границу, бесплатно! Бесплатно, да. Сенку обязательно найдет какую-нибудь кузню, над которой надо будет пахать. Жду не дождусь, когда нас будет кидать по палубе при шторме. Я хочу пиццы. Наконец дело дошло и до загадки окаменения. Тут-то и начинается самое интересное. Да, врать ты не умеешь. Двигатели на старт, блядь! Теперь по направлению стрела понимаю, откуда это магма. Теперь по направлению стрела Да. Ай-яй-яй-яй-яй, блядь, пиздец нахуй. Я не понимаю, что делать здесь тут. Подожди, давай заново. Поэтому... Ничего пока ему не говорите, а спокойно сотрудничайте с Сенку. Хорошо!